Кто виноват в смерти супруги Шаляпина? Почему мать покойной бизнесвумен обвиняет Прохора в смерти дочери? Получит ли Прохор Шаляпин наследство? Смотри видео до конца и узнаешь ответы на эти вопросы. Не успел Прохор Шаляпин начать счастливую семейную жизнь, как она тут же трагически оборвалась. На собственной же свадьбе возлюбленная артиста заразилась коронавирусной инфекцией. Многие до последнего надеялись, что Татьяна Клаудия Дэвис сможет побороть недуг. Были и те, которые говорили, что история с заражением и вовсе является пиаром. Однако 30 сентября Прохор Шаляпин сообщил шокирующую новость: супруга скончалась в одной из клиник США. Исполнитель потрясен скоропостижной смертью Татьяны. Их роман был одним из самых ярких воспоминаний в жизни артиста, а ведь он признается, что изначально не испытывал к ней серьезных чувств. «У меня не было к ней любви. Просто симпатия, она мне подошла», — заявил Шаляпин. 37-летний музыкант добавил, что даже сыграть свадьбу было не его идеей. «Она мне звонит и говорит: Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее, откровенничал выпускник «Фабрики звезд». Некоторые стали подозревать, что певец был только рад такому союзу, ведь Татьяна могла похвастаться многомиллионным состоянием. Сам вдовец уверяет, претендовать на наследство супруги он не собирается. Они даже подписали брачный договор, в котором учитывались нюансы раздела имущества. Правда, трагического исхода никто не ожидал. Однако адвокат Оливер Чирич считает, что у Прохора есть все шансы получить крупную сумму, у супруга возникает полное право по наследству, как будто не существовало брачного договора. Единственный документ, который может регулировать наследное право партнера в случае смерти второй стороны, это завещание. Татьяна была третьей супругой исполнителя. По словам артиста, впервые он женился в 18 лет, однако об этой избраннице мало что известно общественности. А вот вторая жена Шаляпина, Лариса Копенкина, была рада выходить в свет вместе с молодым супругом. Несмотря на скандальный развод, бывшие поддерживают теплые отношения. Мама покойной бизнесвумен уверена, что именно Прохор Шаляпин заразил Татьяну ковидом. Сам Прохор уверяет, что вакцинировался от ковида и никак не мог заразить Татьяну. Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди. Теща мне писала, что у них в Канаде принято после прививки сидеть дома 2 недели, мол, я опасен для окружающих. Я испугался, позвонил своему врачу, который меня успокоил. Я легко перенес прививку и очень счастлив, что ее сделал, признался 37-летний певец на шоу Андрею Малахову. Родители Клаудии Дэвис не получили вакцину и тоже переболели ковидом в тяжелой форме. Но им удалось выздороветь. Они еще надо мной посмеивались, мол, не знаем, что с тобой будет после прививки. А я их спрашивал: а если заболеешь? Неизвестно, как отреагирует организм на вирус. Родители Тани очень тяжело перенесли болезнь. Я их одного за другим отправил в госпиталь. За 2 недели до смерти Татьяны они вышли из клиники. Сейчас я хочу поклониться родителям жены. Они вложили в нее всю душу. Я пишу теще, она не отвечает. Понимаю ее, сказал Прохор. Прохор Шаляпин и бизнесвумен Татьяна Клаудия Дэвис сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 31 июля. Через несколько дней блондинке стало плохо. Какое-то время она отказывалась от госпитализации, в итоге попала в госпиталь с большим поражением легких.